Меня зовут Калинина Татьяна, вы на канале Астрология, это прогнозы, и я руководитель школы прогнозов Альфа. Мы с вами будем сегодня общаться по поводу солнечного затмения, которое случится у нас 30 апреля. Напишите, пожалуйста, сколько из вас здесь астрологов. Если вы астрологи, поставьте плюсики, чтобы я знала, какая аудитория сейчас смотрит, объяснять все супер-супер просто или немножко поделиться с вами какими-то техниками, которые могут пригодиться. Так, вам расскажу в целом, каким будет ближайшее затмение. Значит, вот гороскоп этого затмения. Я составила его для России, то есть я взяла координаты и часовой пояс по Москве, и на момент начала солнечного затмения, которое случится 30 апреля 2022 года, я построила гороскоп. Как вы видите, оно происходит в знаке Овна. Вот вы знаете свой восходящий знак? Восходящий знак – это тот, который был на востоке, вот здесь, где циферка 7 и слово «кету». Если вы не знаете, обязательно запишитесь на наш мини-курс «Постройте свой гороскоп». У нас есть замечательный мини-курс, который называется «Поехали». И вы сможете определить свою настоящую лагну, свой настоящий знак гороскопа. Потому что, конечно, то, что вам предлагается в журналах, в каких-то массовых изданиях, это, конечно, все полная ерунда, потому что там знак зодиака определяется как общий для всех людей, которые родились в этот месяц. Ну, понятное дело, что мы как грибы не растем, да, там в марте только опята, в апреле только лисички и так далее. Мы все с вами разные. И как это астрологически определяется? Тем, что у каждого человека в каждый день, в каждые сутки может быть любая из 12 лагн, любая из 12 знаков зодиака. Поэтому вы можете оказаться и весами, если родились в январе, и козерогом, и скорпионом, и все что угодно. Вам будет очень полезно узнать свой настоящий истинный знак зодиака. Так вот, к чему это я? Посмотрите, прежде всего, для того, чтобы понять, какой сферы коснется это затмение, где оно вас взбудоражит, прежде всего посмотрите, в какой дом гороскопа, в какую сферу жизни попадает знак Овна. Ну, например, вот чего далеко ходить, гороскоп России, для которого затмение 30 апреля касается сферы международных отношений. Да? 7-й дом – это дом мира, войны, международных отношений. Ну, как бы другого мы и не ждали. То есть все логично. И я хотела бы прокомментировать, что затмение работает не один день. То есть не только 30 апреля оно будет нас вот так вот, да, трясти. Оно запустит изменения, которые станут очевидными, полными и поменяют полностью картину в течение 4-6 месяцев. Если вы, ну, скажем, будете за собой наблюдать, это прям, может быть, в блокнотик записывать, что там вокруг 30 апреля я начала такой-то проект, и вот в течение полугода получила такой результат, то вы поистине сможете оценить результаты этого затмения. Итак, мы с вами обозначили то, что мы смотрим себе, в какой знак зодиака попадает именно это затмение, в какую сферу жизни, точнее. И ждем эти результаты не только 30 числа, но и в течение, ну, как минимум 4 месяцев после. Почему я сегодня так много говорю о обучающих каких-то простых компонентах? Потому что у нас 20 апреля, за 10 дней до затмения, пройдет бесплатный вебинар, ну или мастер-класс, можно так назвать, в нашей школе со мной. Я буду спикером, я буду рассказывать о том, как определить, вот тебя затмение заденет или по боку, да, вот, или оно пройдет как бы тихо-мирно, потому что есть затмения, которые, ну, никак не влияют, а есть затмения, которые переворачивают всю жизнь. И поверьте, в каждом гороскопе такие затмения есть. И не то, что это не то, что так, что одни люди подвержены этим затмениям, другие не подвержены. Нет. Вот у нас наступает обязательно такое затмение, которое начинает, вот так запускает какую-то тенденцию серьезную в гороскопе. Давайте вернемся к гороскопу России и определим, что это затмение принесет и россиянам,
и вообще всему миру в целом, потому что затмение — это общее человеческое событие, оно затронет интересы всех людей на всех континентах. Первое, что надо сказать, что Солнце находится в 16 градусах 15 минутах Овна, это самая середина Овна, и поэтому само солнечное затмение будет активизировать в нас напористость, энергию, бескомпромиссность, способность идти до конца. Мы в меньшей степени будем склонны оборачиваться на чужие чувства. То есть мы все вот нацеливаемся на что-то и этого достигаем. Но в мировом порядке, в мировом значении важно, что это Солнце, это затмение происходит рядом со звездочкой Эль-Шедар. Эль-Шедар показывает опасность потери положения из-за беспечности. То есть, давайте все скомпонуем в предсказание. Солнце — это показатель власти. И прежде всего люди, которые имеют отношение к власти, будут подвержены влиянию этого затмения. И у них, то есть у президентов, у премьер-министров стран больше, чем обычно, есть опасность потерять положение из-за самонадеянности, беспечности, каких-то вот таких непродуманных поступков, которые второпях принимаются. Обратите внимание, как в знаке Овна Солнце находится рядом с Ураном. Уран в 20 градусах 23 минутах, Солнце 16 градусов 15 минут, ну в 17 градусах, да, грубо говоря. И это соединение не очень точно, но оно говорит о том, что в течение полугода после затмения, то есть, в общем-то, лето и осень 2022 года, это будет время, когда будет больше протестов, больше национального самосознания, то есть нации разделятся, они будут чувствовать себя стоящими отдельно от каких-то содружеств. Потому что мы сейчас живем в мире глобализации, где народы объединяются в Евросоюз, в одно объединение, в другое, в ВТГБ и так далее, и так далее. А вот сейчас, в 2022 году, все вспомнят, что они на самом деле отдельные нации, им нужны отдельные какие-то военные структуры, да, чтобы себя защищать. И то есть вот этот Уран, который стоит рядом с затмением, он дает не только вот это самосознание национальное странам, но и дает протесты. Наверняка по поводу всяких политических решений будут протесты, скорее всего. И эта волна, она, понимаете, будет вот в течение месяцев 4-6 очень активно проявляться. Но 30 апреля тоже дата, вокруг которой могут случиться такого рода события, интересные и яркие. Следующий нюанс, очень-очень важный. Я хочу вам показать положение Меркурия. Вот смотрите, вот звездное небо на 30 апреля, на ту дату, когда планируется вот это солнечное затмение. И здесь мы видим знак Тельца, в котором остановился Меркурий. То есть он, как бы с Земли кажется, что он завис в одной точке, потому что он переходит от одной фазы движения к другой. И посмотрите, насколько точно он в день затмения проходит Deep Sky объект, который называется Плеяды. Это скопление молодых звезд, там их больше сотни, но мы глазом видим только маленький ковшичек, похожий на большую медведицу. Покажу вам мое фото, которое я сделала с телескопа, со своего балкона буквально. И эта звезда соединяется, Меркурий. Они рассказывают о том, что СМИ и финансовая система мировая могут пострадать от злоупотребления. Давайте обсудим две эти разные совершенно темы. Значит, финансовая система, рынки, они могут развернуться за несколько дней до и после солнечного затмения. Ну, допустим, давайте возьмем 3 дня до, 3 дня после. Вот само затмение 30 числа, 30 апреля, значит, конец апреля, начало мая – это то время, когда рынки могут развернуться. И могут быть, как вам сказать, ошибки, связанные с злоупотреблением, ну, не знаю,
своим положением, какой-то новостью, слишком раздутая реакция и так далее. Вторая тема, связанная с этим, СМИ. Меркурий останавливается. И он говорит о том, что вокруг 30 апреля, а может быть прямо в дату 30 апреля, произойдет какая-то большая новость, которая будет освещаться по всему миру. Это будет какое-то большое событие, и мы будем вот как бы листать свои телефоны и офигевать от этого. Какого рода будет это событие? Ну, непонятно на самом деле. То есть гороскоп нам прямого ответа не дает, но дает намек о том, что, скорее всего, это заденет финансовую сферу, все-таки знак Тельца, как-никак. И второе, он, скорее всего, заденет нас с той самой точки зрения, что как бы эта ошибка, эта новость, она будет связана со злоупотреблением. Еще интересный нюанс, что звездное скопление Плеяды, оно связано с мифом о пропавшей невесте, о каком-то похищении. И вполне возможно, что в эти дни тоже произойдет исчезновение либо какого-то важного лица, либо какой-то денежной суммы. Но мы с вами посмотрим. Это очень интересно наблюдать будет вам и нам. И вот я не зря показала вам фотографию Плеяд, хочу еще раз к ней вернуться. И, как вы видите, вот эта синяя дымка – это газовые облака, водородные облака, они разогреваются светом вот этих звезд, они разогреваются и начинают процесс ионизации, да, то есть начинают подсвечиваться, вот таким образом быть видимыми, потому что холодное облако газа, холодное облако водорода, оно глазом не просматривается, и в очень узком спектре ее вообще можно зафиксировать даже техникой. А здесь простое наложение снимков, простое визуальное такое фото показывает нам эти облака удивительные. Но это была профессиональная съемка, профессиональное фото. Мне удалось сделать пока только такое. Но ничего, все впереди. Что у нас дальше? То есть мы поняли, да, что 30 апреля это все начнут понимать, что мы отдельный народ. Ребята, мы, конечно, объединяемся, но вообще-то мы отдельно, у нас есть свои интересы. И 22-й год это будет год преследования своих интересов и разъединения, а не объединения стран. Дальше. Это будет какое-то большое событие, какое-то мировое, связанное с концом апреля, которое мы все будем очень активно обсуждать. И давайте тогда дальше. То есть смотрим, что еще. У нас здесь в этом гороскопе, допустим, для России есть соединение Юпитера и Венеры. И вообще нам, астрологам, мунданным астрологам, всегда радостно видеть, когда добрые планеты типа Юпитера, Венеры, Меркурия хорошо расположены, а это значит, что в мире будет мир, добро и процветание. Но как бы не в этот раз, и не обманывайтесь, что они стоят в знаке рыб, в знаке взаимного возвышения. Юпитер в своем, это как бы деньги, бабки, большие деньги, большой рынок. Венера это тоже какое-то милосердие, знаете, процветание, хороший урожай. И вот они стоят в сильных знаках. Но дело в том, что они располагаются в планетной войне. Они слишком рядом, слишком близко друг к другу. И война эта происходит, она происходит в 4 градусе знака рыб и получает аспект от Плутона. Поэтому там секстиль от Плутона очень точный. И поэтому я предполагаю, что после окончания апреля, в течение 4-6 месяцев все равно войны будут продолжаться в мире. И вряд ли остановится вот этот конфликт России, Украины. Безусловно, нет, не более чем там на несколько дней, которые, в общем-то, не увидишь в астрологии, такие мелкие перерывы. И в этой планетной войне, которая показывает, что идет какая-то борьба в мире большая. И я, между прочим, не думаю, что это только конфликт Украины и России. Безусловно, это конфликт НАТО,
полностью. Это конфликт, также такой продолжающийся, который выльется потом на конфликт США и Китая. Просто это какая-то такая подготовительная фаза, ослабить Россию, там бла-бла-бла. Ну, как бы Россия сама втянулась. Сейчас не про политику, да, сейчас про... Не хочу, чтобы вы друг друга убивали в комментариях. Так вот, эта планетная война, например, для России, что она сулит? В этой войне выигрывает Венера. Значит, хозяин 8-го дома, это смерти, он победит. Что он победит? В конфликтах. То есть, все понятно. Тут, короче говоря, конфликты приведут к большому количеству скандалов, смертей и всяких неприятностей. Вот астрологически это видно так. Вы мне можете сказать, конечно, Татьяна, извините, но не нужно быть астрологом, чтобы сделать такой вывод. Да, не нужно. Но если я вас научу, как это видеть в гороскопе, то в следующий раз вы будете заранее видеть такие ситуации. И это уже будет предсказание. У нас стартует курс мунданной астрологии в 20-х числах апреля. В 20-х числах апреля мунданная астрология — это вот как раз-таки наша ниша. Это то, что вы смотрите сейчас, это гороскопы стран, государств или для всего мира общие тенденции. Поэтому приходите к нам в школу. Внизу после окончания этой трансляции я оставлю ссылку на чат для бесплатного мастер-класса, о котором уже говорила, который пройдет 20 апреля, по тому, как затмение для своего гороскопа трактовать, перевернут они вам жизнь, не перевернут, как это определить, и вы будете всегда одним глазом посматривать, что такого большого может поменяться в вашей судьбе в 22-м, 23-м, 24-м. То есть не нужно быть таким уж прям крутым астрологом, чтобы эти вещи читать в своей судьбе даже самостоятельно. Что конкретно для России? Для России конкретно войны, конфликты будут продолжаться. Хозяин 1-го в 6-м, вся страна вовлечена в какой-то конфликт, в скандал. Это очень сильный скандал. То есть вся эта ситуация, которая сейчас разворачивается, она продолжается, облегчение какой-то деэскалации здесь не происходит. Плюс что мы видим? Что у нас Кету в 1-м доме располагается. Кету вообще-то отрубленная голова демона. И это предвещает большие, во-первых, состояние изгоя, положение изгоя для России. Так оно и будет, да, то есть у нас сейчас и границы закрываются, и дипломаты отсылаются обратно в Россию из зарубежных стран. Это положение изгоя, тут все ничего нового. Интересный нюанс про эту планетную войну Юпитера и Венеры, что она происходит рядом с звездой Шиат. Звезда Шиат в созвездии Пегаса. Венера проходит эту звезду очень-очень точно в день затмения. А затмение, знаете, как будто бы срез такой, который запечатлевается, и вот мы с этим паспортом как бы немножко живем, там 4-6 месяцев, весь мир. То есть важно все в гороскопе затмения. И эта звезда Шиат рассказывает о катастрофах, множестве природных катаклизмов, вероятной гибели групп людей, каких-то людей. Поэтому, конечно, здесь прогноз может быть только такой, что достаточно много людей пострадает и в том числе лишится жизни, в 2022 году в России. Это, к сожалению, вот таким образом. И, возможно, как раз вокруг 30 апреля, в даты вокруг 30-го, произойдет что-то, связанное вот с потерями, с катастрофами или природными катаклизмами. Надеюсь, что, конечно, по минимуму это как-то будет по минимуму. Так, давайте дальше. Это то, что для России. То есть все, затмение происходит в 7-м доме, оно активизирует все вот эти войны, и что-то всплывает. Нет, надо, наверное, еще раз проговорить. Всплывает какая-то информация, которую мы будем обсуждать.
Меркурий в 8 доме для России, значит, эта информация, если будет касаться в России, если будут в России крупные новости, они, конечно, будут касаться темы смерти и темы потерь. Так как Меркурий стоит рядом с Плеядами, а у них философия, что-то исчезло, что-то скрылось, кто-то пропал, ну, ждем соответствующих новостей. Ой, пожалуй, все. Ну, тут Марс с Сатурном еще портят 5-й дом. Это и биржа, это и спорт, культура. То есть это все в таком очень напряженном конфликте находится с миром, все эти сферы. Сатурн вроде бы силен, и там даже комбинации какие-то благоприятные образуются в целом. Сложно мне сказать, сложно. Гороскоп, в общем-то, не полностью бросил Россию в финансовом смысле слова, дает ей шанс выкарабкаться. А логика мне говорит, что нет. Но инструмент мой, которому я верю безоговорочно, это астрология, говорит мне о том, что в целом в конце апреля, наверное, не так плохо будет на рынках, не так плохо будет с рублем. Ну, посмотрим, да, это может очень быстро кончиться, такой подарок. Давайте посмотрим гороскоп Украины. Это именно затмение для Киева. Вот там, видите, по-другому уже. Тут уже восходящий знак новый, уже Скорпион. И тут надо, ну, то есть карма для этой страны чуть по-другому повернулась. Смотрим, что здесь. У них затмение происходит в 6-м доме конфликтов, ну, понятно, противостояний, военных каких-то вещей, болезней. Все отображает ситуацию, да, то есть мы в целом ничего нового не нашли. Меркурий, который остановился, то есть их новость будет касаться их противников по войне, либо их друзей, потому что Меркурий, он руководит всеми объединениями и дружественными группами, в которые вступает Украина. Так что новость, скорее всего, будет касаться России, ну, по логике, да, либо России, либо друзей Украины. Юпитер и Венера, кстати, хорошо расположились в 5-м доме, они дают какой-то бонус для культуры. И вот смотрите, они усиливают дома денег. Вероятно, что все-таки весной или летом 2022 года Украина действительно будет получать большую финансовую поддержку со стороны. По крайней мере, планеты, ну, вот такое обещание дают, что будет финансовая поддержка Украине. Плутон в 3-м доме, это война с соседями, все понятно. Марс и Сатурн — это вот разрушение в 4-м доме, это дома, да, вот земли, ну, все описывающая ситуацию. То есть гороскоп этот описывает ситуацию, которая происходит на Украине. Это разрушение недвижимости, инфраструктуры и так далее. Вот это Марс и Сатурном, это нам и показывает. То есть мы сейчас констатируем этот факт, чтобы вы, астрологи, научились на будущее, когда вы следующее затмение будете смотреть, и найдете, что такой трешак в 4-м доме, то это какие-то разрушения, да, именно инфраструктуры и домов. Так, ну, то есть тут что-то я какого-то большого облегчения не вижу, только я вижу, что что-то вскроется насчет России, и кто-то даст денег, видимо, со стороны. Вот еще один нюанс. Значит, в этом затмении, во время затмения, Марс находится рядом с достаточно интересной звездой в созвездии Водолея, которая называется Хайдор. У меня, кстати, Юпитер рядом с этой Хайдор, и каждый раз, когда у меня включается этот Юпитер, я попадаю то в сильный ливень, ну, то есть я даже вот в какие-то маленькие эпизоды моей жизни, когда Луна, этот Юпитер проходит или каким-то другим образом, я все время то в ливень попадаю, то на лодке куда-то плыву, то есть это что-то связанное с водой и с вот изобилием, потому что эта звезда находится как раз на
водопаде, который льется с плеча Водолея. Он так вот символически держит здесь на плече кувшин, из которого изливается вода. И вот часть этого звездного потока выпадает рядом с этим Хайдором. Так вот, что это значит? Это значит, что будут, скорее всего, в мире какие-то оползни, какие-то аномальные дожди, осадки, может быть, другие водные катаклизмы. Но я не думаю, что Украина прям как-то попадет под это. Это в целом для мира. Это в целом для мира должно работать. То есть Марс, он такой вот как бы активный, он агрессивный, он, скорее всего, даст немножко разрушительную трактовку этой звезде. А планетной войны разве нет между Юпитером и Венерой? Есть, она для всего мира, не только для России. То есть я такая, все плохое про затмение сказала про Россию, все хорошее там про другую страну. Нет, тоже есть эта планетная война, но для России она происходит в 6-м доме конфликтов, а для Украины она в 5-м доме, и она, вон, пожалуйста, задевает хозяина 2-го, то есть это деньги. То есть вполне может кто-то дать денег. Какой-то кредит на восстановление, на поддержку, видимо, придет. Но, тем не менее, все равно, конечно, время тяжелое. Скорпион восходящий. Раху Кету на оси 6-12, то есть тяжело, все равно тяжело. Не очень это успешное такое время, естественно. Что еще здесь интересного? Давайте посмотрим, как вообще формируется это затмение. Оно проходит в знаке Овна, как вы знаете. Вот здесь рядышком стоит Уран, слева от Солнца немножко. И если мы с вами промотаем, да, на тот момент, когда вот Луна и будет проходить мимо Солнца, то мы увидим с вами вот такую картину. Видите, затмение частное. Солнце не закрывается полностью Луной. Оно закрыто только частично. В целом полное солнечное затмение – это достаточно такая большая редкость. Это редкость. Потому что 3 тела должны попасть по одной траектории, то есть по определенной траектории. И Солнце, и Луна, и Земля сама. То есть относительно друг друга все должны четко стоять так, чтобы солнечное затмение было полным. Хочу вам рассказать еще про новости, что мы можем с вами трактовать эти затмения не только для государств. Это мы делаем в рамках мунданной астрологии, которая все набирает и набирает обороты, да? И становится все более востребованы, но и для себя. У меня очень много ярких событий произошло именно вокруг затмений, и я знаю, что затмение, оно либо дает тебе такой пуш, то есть ты решаешь старые проблемы, то, что давно не получалось, не могла продать квартиру, продала, не могла забеременела, не могла там найти работу, нашла. Либо она, скажем, дает напряжение и проблемы в какой-то сфере, которой касается. Например, там по здоровью может немножко протрясти и так далее. И вот чтобы все это опознать, нужно понимать, что задевает это затмение конкретно в вашем гороскопе. Вот я сейчас копирую вам ссылочку на чат в Телеграме, канал в Телеграме, прошу прощения. Там уже 238 человек. Это все те люди, которые попадут 20 числа на мастер-класс по трактовке затмения для вашего гороскопа. Не для страны или государства, а для конкретного человека. И как определить, что вот это затмение, оно вас вообще касается. И поможет решить ваши какие-то проблемы, либо там напряжет, разрушит, да, какую-то сферу. Давайте я вам сейчас эту ссылочку положу прямо в наш чат, чтобы вы могли присоединиться. То есть этот мастер-класс, он будет в закрытой группе. Этот телеграм-канал, давайте я его как-нибудь закреплю, да.
И мастер-класс будет бесплатным, еще раз, да, он будет проходить 20 апреля, но нужно попасть вот в этот закрытый чат. Если вы не подписаны на наш телеграм-канал, который веду я самостоятельно, и мне прям так вот хочется туда что-то такое осмысленное писать, я туда выложила вчерашние астронаблюдения, несколько очень красивых объектов, я прямо выложила фотки, и как проходили астронаблюдения, какие объекты смотрели. Некоторые люди даже забрали, они настолько красивые, эти фотки, что некоторые люди даже забрали себе на обои. Я выложила там в хорошем качестве, чтобы людям как бы было удобно. И вот если вы этот канал не видели никогда, то как бы беда вам беда. Сейчас я вам эту ссылку тоже предоставлю. И отвечу на ваши вопросы, посмотрю, что вы мне написали. Кыргызстан, да, вы запрашиваете. Татьяна, вы уже когда-то в программе с Юрием Третьяком говорили о воде, о водных катаклизмах, видимо, да? Я подумала, может быть, весной будет активно таять снег. Что это может быть? Ну, как я уже сказала, какие-то водные катаклизмы. Вы занимаетесь английским с репетитором? Нет. Нет. Я просто живу за границей и пытаюсь практиковать побольше. Вот такой эфир у нас сегодня получился. Ангелина пишет, что за спиной очень красивый пейзаж. Вы не представляете, я, наверное, минут 20 ходила, чтобы найти какое-то красивое место, чтобы оно было тихое, чтобы оно было красочное и чтобы удобно было сидеть. Так что спасибо, что замечаете, что я для вас стараюсь. Это действительно так, я действительно стараюсь. 20 числа я жду вас на мастер-классе, но я вам скажу так, что, конечно, я жду прежде всего там астрологов, потому что эта информация, она не для тех, кто прям вообще вот сегодня открыл свой гороскоп, первый раз познакомился. Если вы из этой когорты, то до 20 числа, конечно, у вас есть некоторое время подготовиться, но я лучше вам рекомендую пойти на мини-курс, чтобы вообще въехать, что такое астрология, да? Далеко не каждый сейчас вообще занимается астрологией, но почему это актуально для вас может быть? То есть зачем знать свой собственный гороскоп самому? Потому что есть миллион ситуаций, когда вы не пойдете к астрологу. У вас может быть миллион разных вопросов. Там, эта таблетка мне поможет? Или там врач ошибся. Вот сегодня благоприятно на дачу поехать, или лучше послезавтра, да, или на следующей неделе. А мне понравится этот концерт там, или эта поездка, или не понравится. То есть вот такие какие-то мелкие бытовые вопросы, которые они все время, не каждый день возникают. Вы же не будете каждый раз тратить там по $50, допустим, или там даже если по $20, чтобы ответить себе на такой вопрос. Конечно, нет. Поэтому такие вещи, я считаю, человек может сделать сам. То же самое, как, извините, сложные болезни мы лечим у врача, а насморк мы знаем, что делать с насморком. Мы пьем много горячего, у нас облегченный, да, такой режим без большого количества труда. Ну, то есть мы знаем, как действовать в простейших ситуациях. То же самое в астрологии, то есть то же самое. Поэтому мы сейчас с вами немножко врачи, немножко повара и так далее, и немножко астрологи. Вот. Все, спасибо вам большое. У меня осталось 4% зарядки. Я очень рада была провести это время с вами. Спасибо, что уделили это время астрологии. И всем пока-пока. Встретимся в новых эфирах.